Всем привет! Как всегда, новое видео по понедельникам. Как-то месяц назад, наверное, после того, как я сделал разборы ваших треков, которые вы мне прислали, там были очень разные треки, я пообещал, что я расскажу немножко о форме и построении композиции, потому что все треки, которые вы мне тогда прислали, они были абсолютно бесформенными. То есть копированные части, копированные куплеты, припевы, и слушать это невозможно, потому что нет никакого движения, нет развития. Давайте поговорим вообще о том, какие бывают формы. Первое – это куплетная форма. Обозначаем так. Каждую новую часть мы обозначаем буквами A, B, C, D и так далее. Да? Значит, куплетная форма – это когда есть только одна часть, и она повторяется бесконечное количество раз. И так далее. Разновидность этой формы тогда, когда есть реприза. Во-первых, какой пример можно привести такой формы? Практически весь городской романс 19-18 века – это куплетная форма. То есть, когда у вас есть только одна часть. Фактически это стихи или текст, положенный на музыку. Соответственно, каждое четверостишье или там восьмистишье – это отдельный куплет. Пример. «Раскинулось море широко». Это песня, в которой в 24 куплетах рассказывается о тяжелой жизни кочегара на флоте. «Я ехала домой, ямщик не гони лошадей». И все вот эти песни, романсы того времени, они все построены по куплетной форме. Следующее развитие появилось тогда, когда появилась куплет-припевная форма. Это когда у вас есть две части – A и B. Разновидности этой формы. Ну, во-первых, по соотношению частей. Часть B будет такой же, как часть A, или в 2 раза короче. То есть может быть вариант, допустим, 8 тактов и 8 тактов. Может быть 16 и 8. Но 8 и 16 маловероятно, что такое будет. Имейте в виду, когда пишете припев, не делайте его длиннее куплета. Еще какие разновидности этих форм? Когда части A и B не связываются, не соединяются напрямую. То есть, например, у вас куплет заканчивается на тонической гармонии. В тонической гармонии начинается припев. То есть стыковать такие части, в общем-то, очень нехорошо. Нет движения, нет смены тонального плана. Тогда эти части связываются через маленькую часть, которая равна, допустим, половине А или половине Б, и она называется бридж. Тогда у нас получается вот такая форма. A, бридж, B. В этом случае соотношение частей может быть такое, например, 8, 4, 8, 16, 4, 8. Ну, примерно такие вариации, да? И третий вариант – это когда у вас есть… Ну вот здесь я должен перейти на английскую международную терминологию, когда у нас часть A называется verse, это куплет, припев называется хорусом, и между припевом и куплетом есть часть, которая называется прехорус. Отличается она от бриджа тем, что она по длине практически такая же, как и B. Да? То есть тогда у нас будет… Ну, пишу по-английски. Верс, прехорус и хорус. Соотношение. Ну, точно такое же, только здесь часть прехорус и хорус, они, как правило, они равны. 8, 8, 8. 16, 8, 8. Какие еще варианты есть? Ну, в клубной танцевальной музыке там форма очень похожая, но части называются по-другому. Верс так и остается верс, прехорус называется придроп,
А вот эта часть называется дроп. Верс, придроп, дроп. Клубный вариант построения музыки. Это основные формы. И третья форма – это рондо. Это трехчастная форма. То есть часть A, часть B и часть C. Рондо. Условно говоря, куплет, припев, куплет, Type-C. Куплет, Type-B. Пример куплетной формы я вам привел. Пример куплет-припевной формы, я думаю, каждый из вас сам может назвать с десяток, если не сотню. А вот рондо советую посмотреть треки Стинга. Стинг очень большой любитель Type-C, очень большой любитель формы рондо. И у него очень часто встречается именно такая композиция, построение такой композиции таким образом, когда есть еще третья часть C. И она может быть, да, где-то она может быть вместо припева. Все остальные формы, они являются производными от вот этих форм. И это таким образом формы развивались. Что мы на сегодняшний день имеем? Немножко истории, да? Значит, начиная от Beatles, треки были очень коротенькие. 2,5 минуты – это вот как бы был радийный стандарт. Потом появились роковые треки. Там «Hey Jude», по-моему, она то ли 9, то ли 16 минут. Это очень длинные треки. 6 минут звучит «Рапсодия Queen», и там были очень большие формы. Хотя все равно стандарт считался, 3,5 минуты. На сегодняшний день из-за того, что музыкальный поток и количество треков, которые выходят в год, возросло уже в сотни раз, опять входит в формат очень коротких треков. То есть треки как бы не совсем треки, они не совсем полноценные. Они 2,5 минуты, они как этюд, как зарисовка, да? Потому что 2,5 минуты на сегодняшний день это уже очень много. Это очень длинный промежуток времени. То есть на 3,5 минуты нас уже духу не хватит дослушать песню до конца. Вот. И теперь смотрите, если форма развивалась от одночастной к двухчастной, с вариациями, с прихорусом, все-таки шло как-то все это по усложнению. И в конечном счете там еще более сложное это Type-C, форма рондо, то сейчас в нашем формате, радийный формат 2,5 минуты, мы возвращаемся фактически обратно к форме одночастной. Но с одним исключением. Сейчас берется какой-нибудь фрагмент, кусочек на 4, а то и бывает и на 2 такта, на 4 аккорда или на 2 аккорда. И на этот фрагмент, фактически это может быть какой-то риф, или это повторяющаяся гармоническая последовательность, на нее пишется верс, прихорус и хорус. У вас звучит все время одна часть, а на самом деле там несколько частей. Ну, пример, наверное, из самых ранних таких форм это Nirvana Nevermind. Там большинство песен, они написаны на один риф. На одном рифе строится и куплет, и припев. Еще и в соло в проигрыше повторяется опять тот же риф. Сейчас это стало очень актуально, особенно во всей попсе. То есть, когда берется 4-аккордовый фрагмент, и на него пишется и куплет, и прихорус, и хорус. Следующий момент. Очень хорошо мы понимаем теперь, как мы можем построить композицию. То есть даже если у вас одночастная форма, и у вас там двухаккордный или 4-аккордный фрагмент, мелодическая линия меняется от куплета к припеву или от куплета к хорусу и прихорусу. То есть мелодия все время меняется. Ну вот Дуа Липа, она большой мастер в этом отношении. Она умудряется на 2 аккордах написать и куплет, и прихорус, и хорус, и еще и яму, брейкдаун. И все одна и та же гармония, и все развивается, все движется, и все растет и работает. Обратите внимание, когда будете писать музыку, чтобы у вас было все время вот это движение. Даже если вы используете одночастную форму, мелодическая линия должна отличаться одной части от другой.
И теперь давайте попробуем понять, как, собственно, выстроить саму композицию. Построение композиции. Я не касаюсь стилистики, просто мы обобщим, немножко поговорим, как это делается. На самом деле во всех стилистиках, во всех стилях примерное построение композиции, оно везде одинаковое. Итак, есть интро. Дальше. Часть A. Предположим, это куплет. Дальше. Часть B. Это припев. Дальше у вас идет второй куплет. Значит, повторяется часть A. После нее идет часть B. Дальше у вас идет, допустим, проигрыш, соло, вариации, не знаю, как хотите называйте, на, допустим, части A. И потом вы выходите опять в припев часть B. При такой форме ваша задача правильно выстроить динамику и правильно выстроить движение. Первое. Части A, несмотря на то, что их 3, они все 3 должны быть разные. То есть движение должно быть отсюда к кульминации. Если кульминация у нас вот здесь, то движение должно быть к кульминации. Подъем на куплет, еще больше подъем на припев, спад на куплет, но этот куплет все-таки выше, чем вот этот. То есть, ну, для примера, да, здесь у вас фортепиано, бас и гитара, фортепиано, бас и ударные, фортепиано, бас и ударные, здесь у вас добавляются гитары, то вот здесь вот к фортепиано и басу еще нужно добавить еще, допустим, гитару. Может быть, какие-то противосложения, ответы, но обязательно не должно быть копи-пейст. Копи-пейст в музыке очень плохо работает. На часть A подъем, часть B раз, два, повторяется 3 раза. Следите за тем, чтобы в каждой части B было что-то новое, появлялся какой-то новый инструмент, новый окрас, новые ответы, новый бэк-вокал или новое что-то еще новое. Значит, часть B должна быть больше, чем часть A. Дальше мы идем в кульминацию. Предположим, это соло какое-то, синтезаторное или клавишное, неважно. Здесь самое насыщенное место – это кульминация. И дальше у нас идет часть B. Часть B, если по клубному, она может быть пойти на спад, и дальше у нас аутро, и еще раз спад. Или наоборот, она может еще быть подъем. Ну, это, конечно, маловероятно. После кульминации у вас уже вряд ли будет какой-то подъем. То есть дальше пошел спад. То есть очень важно, когда вы пишете композицию, во-первых, не выходите за рамки 3 минут. На сегодняшний день, по крайней мере, это в попсе. Во-вторых, учитывайте 2 очень важных момента. Я вам сейчас скажу, это буквально секрет. На самом деле никакого секрета нет. Если композиция не цепляет вас за первые 7 секунд, 90% людей выключат трек. То есть 7 секунд не зацепило ничего, все, до свидос. Поэтому длинное интро, где будет что-то там булькать или нарастать, как правило, это плохое решение. Следующий момент. Если в первые 30 секунд не прозвучал главный хук трека, человек его выключит. Значит, хук надо выдать в первые 30 секунд. Ну, что такое хук, вы, наверное, понимаете, да? То есть это либо какая-то ключевая фраза мелодическая, либо какая-то ключевая фраза текстовая. Хук — это главная мысль песни. В инструментальной музыке то же самое. Хук — это главная мелодическая фраза. И, соответственно, исходите вот из этих 2 замечаний и исходите из того, чтобы форма у вас все время двигалась и все время было что-то новое. По сути, вы ведете человека по вашему треку. Вы ему говорите: сейчас слушай вот это, вот сейчас появится гитара, а сейчас слушай вокал, а сейчас будет кульминация, а потом у нас будет дроп, яма, мы упадем, у нас остановится ритм. Если он слышит одни и те же повторяющиеся копированные куски, он выключит ваш трек. Ну вот, наверное, на этом на сегодня все. Я рассказал, как строится
форма, какие бывают формы. Ну, всем хороших миксов, всем пока.